Остановитесь, здесь царство смерти. Именно такую надпись ты видишь в подземелье, прежде чем попасть в легендарные катакомбы Парижа. Дрожь пробирает тебя до основания от одного только факта, что вокруг нашли свой последний приют останки 6 миллионов человек. Когда речь идет о миллионах, твой мозг отказывается принимать масштабы происходящего, но ты можешь помочь ему. Представь, что все жители крупного мегаполиса вдруг разом скончались и их захоронили в одном месте. Теперь ты понимаешь, где оказался. Вокруг тебя только смерть и сильный привкус сырости на языке. Добро пожаловать на темную сторону Парижа, в которой нет места романтики, веселью и праздничному образу жизни. Сеть извилистых подземельных туннелей и пещер под Парижем появились благодаря его жителям. Именно они построили на окраине своего города рудники по добыче камня и известняка. Первые подземные каменоломни находились под Люксембургским садом. Но город рос, а вместе с ним росла и потребность в строительных материалах. Это привело к расширению сети подземных туннелей, которая в итоге, по разным оценкам, составила от 180 до 300 километров. Породы, извлеченные из этих подземельных галерей, шли на самые амбициозные стройки Парижа. Среди наиболее известных зданий можно отметить Лувр, собор Парижской Богоматери и часовню Сен-Шапель. Находились и альтернативные способы использования каменоломен. Так в 13 веке монахи приспособили некоторые галереи для винных погребов. Рост города привел к тому, что к 17 веку значительная часть Парижа повисла над пропастью. Стали случаться обвалы. Для того, чтобы предотвратить эту проблему, в 1777 году Людвиг XVI учреждает Генеральную инспекцию каменоломен, которая продолжает свою деятельность и поныне. Инспекция занимается тем, что составляет максимальный детальный план подземных переходов, пытается соотнести их с пролегающими несколько выше улицами и выявляет наиболее аварийные места. Способ укрепления поначалу был довольно прост. Потенциально опасные участки каменоломен просто заливали бетоном. Эта мера решала проблему, правда только временно. В средние века было принято хоронить людей на кладбищах, прилегающих к церквям. Это всячески поощрялось духовенством, поскольку священники получали солидный доход за отпевание умерших и погребение на их ближайшем кладбище. Надо сказать, что это не лучшим образом влияло на санитарную обработку, поскольку церкви располагались непосредственно в городе. Хуже всего обстояло дело с кладбищем невинных. Начиная с XI века, туда в огромных количествах свозили тела со всего Парижа. В итоге в общих могилах обрели покой более 2 миллионов человек. Среди них были прихожане 19 церквей, не менее 50 тысяч жертв бубонной чумы 1418 года. Погибшие в Варфоломеевскую ночь в 1572 году и многие другие. Больше фотографий и информации про катакомбы вы найдете в нашем телеграме, ссылка в описании. Также пишите комментарии, самые интересные попадут в видео на следующей неделе. Некоторые могилы в глубину достигали 10 метров и содержали останки 1500 человек. Естественно, что бесконечно так продолжаться не могло. Как-то раз в 1780 году стена, отделяющая кладбище от соседней улицы, обрушилась. Огромное количество костей и нечистот вывалилось наружу. Это стало последней каплей. Кладбище невинных закрыли. Хранить в пределах города запретили вообще. В 1785 году начались операции по очистке кладбища и переносу останков в заброшенные каменоломни. Процесс длился 15 месяцев и был успешно завершен, после чего очистки стали подвергать другие места массовых захоронений. Широко известна история про непутевого стража церкви Валь-де-Грас. Его звали Филибер Аспер. Он пытался исследовать катакомбы в поисках чужих винных погребов. Однажды дело было в 1793 году. Он заблудился в этом лабиринте и не смог найти выход из него. Его скелет обнаружили только спустя 11 лет, опознав ключи и одежду. В 1810 году Генеральная инспекция катакомб оформила останки в виде стены, их аккуратно уложенных берцовых костей и украшенной черепами. Остальные кости просто свалили в кучу позади. Именно такую картину видят сегодня туристы. При Наполеоне III была осуществлена частичная электрификация подземелий, а все потому, что он любил щекотать нервы себе и гостям, проводя важные встречи в подземельях. Во время Всемирной Парижской выставки 1878 года в подземельных галереях Шайо открыли кафе под названием «Катакомбы», но до наших дней оно не сохранилось. Любопытную шутку провернули парижские катакомбы с немцами во время Второй мировой войны. В одной из каменоломен был расположен сверхсекретный бункер немецкой армии.
а всего лишь в 500 метрах от него располагался штаб лидеров движения сопротивления, который так и не был обнаружен. Любопытно, что среди 6 миллионов человек, погребенных в катакомбах, немало и выдающихся исторических персонажей. Например, известный политик Жан-Батист Кальбер, деятели французской революции Максимилиан Робеспьер и Жорж-Жак Д'Антон. Кроме того, в темных галереях покоятся останки таких литературных гениев, как Шарль Перро и Франсуа Рабле, а также великих ученых Антуана Лавуазье и Блеза Паскаля. Сейчас в катакомбах можно встретить людей 5 типов. Во-первых, это сотрудники той самой инспекции, которые следят за состоянием подземных ходов и ликвидируют возникающие аварийные участки. Во-вторых, это сотрудники музейного комплекса парижских катакомб. Они поддерживают работу музея и следят за тем, чтобы в подземельях находилось не более 200 человек одновременно. В-третьих, это неуловимые катафилы, люди, которые любят катакомбы и предпочитают исследовать их самостоятельно, полностью игнорируя официальные требования. Как правило, они попадают в катакомбы через канализацию и разветвленную сеть парижского метрополитена. Но ходят слухи, что в катакомбы можно попасть через подвалы некоторых домов, владельцы которых не спешат делиться своей маленькой тайной. Интересным проявлением субкультуры катафилов является написание трактатов. Это такие философские измышления, которые авторы тщательно выводят на бумаге, после чего прячут в недрах катакомб. Нахождение такого трактата считается большой удачей, поэтому они являются объектом коллекционирования. Еще одни участники подземельной жизни – патруль. Это специальная спортивная бригада, созданная еще в 1980 году. Они занимаются тем, что ловят незадачливых туристов и катафилов вне туристической зоны. Тем, кто попадается им в лапы, грозит штраф от 60 евро. Ну и конечно, в катакомбах есть туристы. Они попадают туда через главный вход, который расположен рядом со станцией метро. Если понравилось, поставь лайк и расскажи друзьям. Подпишись и посмотри видео на канале, у нас много всего интересного.